Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Знаете, иногда на свадьбах устраивают шуточные беспроигрышные лотереи. Громко объявляют: «Не будьте на нас в обиде. Лавровый венок в разобранном виде». И дарят пачку лаврового листа. Вот и я тоже чувствую, что это не просто лоскутки и обрезки, а шедевр в разобранном виде. У меня есть куски плотной мебельной ткани. Смогла выкроить из них прямоугольники размером 20 на 30 сантиметров. Соединим их с кусками утеплителя такой же формы. В центр основы поместим какой-нибудь красивый лоскуток и начнем обшивать его со всех сторон кусочками плотной джинсовой ткани. Специально ничего не выкраиваем. Эти обрезки остались от предыдущих проектов. Работать стараемся экономно. Лишний раз нитки не обрываем. Пришиваем лоскуток, отворачиваем его. Затем отстрачиваем и еще раз прижимаем машинной строчкой. После этого пристраиваем следующий кусочек. Закончили одну заготовку, переходим к следующей. Кроме джинсовой ткани можно использовать и куски плотной мебельной ткани. Полученные заготовки промеряем и подравниваем, отрезаем все лишнее. Всего получилось 9 деталей. Раскладка будет 3 на 3 детали. Заготовки толстые, плотные и простеганные. Соединять их будем с помощью двух биек. Одна шириной 5 см, другая 3.
Теперь объясняю принцип работы. Узкую бейку мы приставим к обратной стороне блока, а с лицевой стороны будет широкая полоска ткани, сложенная вдоль пополам. Строчку прокладываем на расстоянии 7 мм от края. Получается интересная конструкция. Вот теперь мы разворачиваем это соединение и к узкой бейке подставляем и пришиваем следующую деталь. Когда детали пришиты, мы их расправляем. Теперь нам надо верхнюю двойную бейку отвернуть и закрыть ею стык между деталями. Прошьем его на швейной машинке. Точно таким же образом делаем и все другие соединения. Остается только обработать открытые края. Возьмем полоску ткани шириной 4 см. Сначала пришьем ее к лицевой стороне. Затем отвернем, дважды подогнем и прошьем на швейной машинке. И получился у нас очень интересный коврик. Он очень плотный и тяжелый, красив со всех сторон. Его размер 60 на 90 сантиметров, как раз чтобы после ванны босыми ногами вставать. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Кто не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!